Итак, всем привет, с вами Миша Виплюшка, это канал бывшего осужденного. И сегодня я вам расскажу, что такое Кошкин дом. Возможно, вы слышали такое обозначение. Вот сегодня будем с вами разбираться в этом. Если кто не в курсе, я сам провел 12 лет в местах лишения свободы, не горжусь этим ни в коем случае. Здесь я просто рассказываю свой опыт и не более того. Давайте начинать, ребят, видео не несет никакой пропаганды, агитации, погнали. Все, что я вам рассказываю, это мои воспоминания, это я видел сам. Если закрыть вопрос сразу, то Кошкин дом – это тюремная психушка. То есть туда возят людей, которые как вам объяснить, не то что психи. Психов-то держат в другом месте. Есть там специальные учреждения, когда по суду уже определили, скажем так, что человек нуждается не в изоляции от общества, да, и там сидеть на зоне он будет, а вот принудительному лечению он подлежит. Но когда человек на стадии следствия, и нужно установить его вменяемость, например, и там есть какие-то предпосылы, что он с прибабахом, то его отправляют вот в Кошкин дом. Я в таковом был 2 раза. Кстати, ребят, не забываем подписываться на канал, кто не подписан, ставить пальцы вверх, писать комментарии. Это несложно, это бесплатно. Я с Ютубом добазарился, вообще все ровно. Вот. И также там на мои каналы, там другие. В общем, в описании найдете очень много интересной и полезной инфы. Итак, мое первое знакомство с этим вот самым Кошкиным домом произошло в 2012 году, когда я туда прибыл. Дело в том, что кто смотрит постоянно мои ролики, знает, что я в свое время болел таким недугом, как панические атаки. Это ужасная вещь, никому не советую. На моем 2-м канале есть вот ролик, прям что это такое конкретно. Вот. Короче, и получается, я ими болел, но продолжал вести криминальный образ жизни, глушил таблетками и дальше делал свое дело, скажем так. Ну и когда я попал очередной раз, меня посадили как обычного зэка, это уже был 3-й срок мой, посадили, опять, как всегда, в тюрьму, в простую, да, меня не повезли на Кошкин дом, хотя, я сразу им сказал, что, вот я состою там-то, там-то, лечусь от того-то, того-то. Но на вид дело в том, что я был нормальный, у меня это случалось приступами. Действительно, то есть, не то, что я не знаю, по потолку ходил или там голоса какие-то слышал. Посмотрите, обязательно посмотрите видео на 2-м канале, чтобы понять, что это такое. В общем, когда я туда попал, медикаментов мне не давали, которые мне помогали более-менее, которые я принимал до задержания. Вот. И у меня наступил прям такой период, прям тяжелый, что чуть ли, действительно уже еще чуть-чуть и слышал бы я действительно эти голоса в своей голове. Вот. И было решено меня отвезти на Бутырку. Там этот самый Кошкин дом. Называется он так потому, как я уточнял, вроде как там был женский корпус раньше. Вот Бутырка, она большая тюрьма, это был женский корпус, так называли, Кошкин дом, поэтому. Потом там сделали такую психушку. Сейчас она, кстати, знаете, вообще, по всей Москве ко всем тюрьмам относится, и даже с области. То есть туда всех везут отовсюду. Итак, в общем, повезли меня туда. Что там было? В общем, я был и в обычной, дурке, вольной. Там жестко тоже, да, жестко очень, там не церемонится, санитары колят, тебя стараются угнетать, чтобы ты меньше там деятельности и какой-то активности проявлял. В общем, у нас в России лечат так, у нас не разбираются в твоей голове, там, им бы в своей разобраться. Вот, и в общем, как только я поднялся на этаж, меня сразу, в острое отделение, то есть мы приехали на Бутырку, нас прошмонали. Меня только завели в этот корпус, и мне прям сразу говорит: иди сюда, врач же. И набирает, такие огромные шприцы. Я, в принципе, уже в вольной психушке тоже был. Я понимаю, что, что это и что со мной будет. Вот, в общем, они меня укололи. И дальше, получается, они меня... а я им сказал, что... у меня в деле было уже даже записано, что я прошлым сроком... был там в активе, да, там, красным. Понимаете, да, о чем я говорю?
Ну, бывают зэки красные, черные, там, голубые, зеленые. Вот, типа красным сидел. И они говорят, слушай, ну, пока я еще там стою, там, уже меня поперло от этой барбитуры. Он говорит, слушай, тебя куда сажать-то? Я говорю, ну, в красную, типа, ну, к таким же, вот тоже к должностным. Кто там? Он говорит, у нас таких нету, типа, куда тебя мы посадим-то? Я говорю, ну, сажайте в обычную, и все. Я ничего больше не помню. Очнулся я спустя 2 недели. Вот, в маленькой камере на 2 человека. В общем, они побоялись меня сажать почему-то к обычным зэкам. Я не знаю, я их не боялся, никогда и не боюсь. Как бы мне, ну, я за собой ничего не чувствую. Короче, просыпаюсь. Вот, а они меня посадили, короче, с бывшим ментом. Ему уже дали 10 лет, он бывший опер. Вот. И он такой, короче, это, говорит, ну что там, очухался? Я говорю, ну что было-то? Он говорит, вот 2 недели, типа, ты проспал. Я говорю, есть сигарета? Он мне, я как сейчас помню, дает синий Винстон, я закуриваю, а сам сидит, курицу-гриль разделывает. Но, ребят, если вы думаете, что он там, типа, какой-то крутой, привилегированный, нет. Москва, ну и вообще тюрьма в целом, да, у меня есть ролик, называется вот «Кооператив тюрьма». То есть, в особенности московская тюрьма, тюрьмы превратились давно уже как бы тоже в такие как бы заведения, где можно все. То есть платишь, все официально. Оплачивают твои родственники, тебе принесут, хочешь там из Мака, из Макдональдса, хочешь там пиццу, что хочешь. Вот, он говорит, ты будешь есть? Я говорю, да нет, что-то неохота. Ну и рассказываю, что я 2 недели вот меня кололи. При всем этом, короче, как бы ты 2 недели, ты захочешь в туалет, ты вот встанешь, пойдешь с закрытыми глазами, ты там поешь какие-то там баланду, там макароны, то есть там, ну, и все, и ты постоянно спишь. Тебя выводят только на процедуру там уколоть. Вот. И дальше там что-то мы с ним это, он говорит, я типа это, БСник. Вот. Я говорю, о, дела там, я говорю, а что там типа туда-сюда, там какие моменты, там за что, как, почему. И он что-то там как-то решил увильнуть от этой темы. Он мне говорит такой, я, говорит, знаешь, что я тебе хотел сказать-то это? Я как бы в этой камере, говорит, давно, вот. Но это, говорит, как бы ты-то здесь новичок, вот. И, говорит, это, поэтому, говорит, пока пока ты, говорит, новичок здесь, как бы ты будешь, типа, в камере убираться, вот, потому что, ну, как бы я даже слышал, что в ваших зонах черных там, типа, ну, и как в армии, типа, мужик поднимает с тряпки, вот. Я говорю, да нет, ничего подобного. Я говорю, не придумывай. Ну, на самом деле, я ему не так сказал. Я ему сказал более грозно это все дело. Вот. Я ему сказал, типа, ты что, попутал? Я сижу 16 лет, какие тряпки. Меня там менты убивали там в лагерях, там не знаю, что. Я там раньше газовал, по изоляторам сидел. Ты что жил, то зря, что ли, ты хочешь мне сказать? Короче, ну и там слово за слово. Он, короче, там глаза такие вылупил. И это. На проверке вечерней, ну, там она буквально через 10 минут, открывается дверь, там нас проверить, короче, и это, он ментам такой говорит, переведите меня в другую камеру, короче. Вот. Они говорят, типа, а в чем дело-то? Они говорят, он, типа, да вот, типа, там не ужились, там туда-сюда. Короче, уехал, и телевизор с собой еще прихватил, но, видимо, у него там с ментами было нормально. Короче, я остался один. Они там что-то на меня еще побычили, я думаю, ну ладно, хрен с вами. Ну, я им что-то ответил, я уж не помню, что я только вот пришел в сознание, я говорю, успокойтесь. Вот. Подсадили ко мне, короче, какого-то дебила. Вот. Он, видимо, там то ли на комарах, то ли под какой-то, короче, дрянью. Вот он ничего говорить не может, он только мычит и вот, ну, постоянно двигается. Но видно, что он сидевший, потому что он по пояс голый, он весь, короче, в этой фигне, в синеве. Вот. Я ему там пытался его как-то успокоить. Ну, короче, успокоить мне получилось только, ну, его 2 ударами. Вот. Потому что он уже начал там в туалет там, ходить босиком, потом что-то. Короче, ну, конечной вот точкой кипения стал, когда он взял веник с туалета и хотел подмести им мою кровать. Ну, он чудил. Вот. Я ему, короче, все к 2 раза. Он начал орать, залетели менты, а там в камерах стоит камера, смотрит, которая на вас. Они залетают. Ты что там, типа, блин, одного там выгнал, там второго там бьешь здесь, ты что? Мы тебя сейчас в резинку, короче, говорит, посадим. И часто, кстати, задают вопрос, как мы это делаем. В общем, ну, это должно быть умение. Я хватаю лезвие, вытащенное из бритвы, короче, и засовываю его в рот. Короче, говорю, я там перережусь весь. Не знаю, правда, как. Вы меня, если там еще свяжете, но я найду способ, я весь перережусь.
Короче, приходит опер, вот, и мне говорит, типа, ты что тут, типа, газуешь? Там? Я говорю, посади меня в нормальную камеру. Зачем меня сюда запихнули? Я вас не просил. Вот. Они там, типа, мы здесь сами решаем. Я говорю, ну, я понимаю. Я говорю, ну, посчитай, что это просьба. Просто посади меня в обычную камеру. Меня посадил в камеру, где 8 человек. Там какие-то тоже жесткие типы были. Были люди, которые, знаете, вот, которые оказались там, они не вывозят в тюрьму. Они попали в тюрьму, и все. Их эта атмосфера сдавила настолько, что у них, короче, там фляга подтекла. Вот. Стало им плохо, их отвезли туда. Вот. Но там я уже отошел от этой колки, то есть. И все. Я бы там, честно говоря, просидел весь срок. Я там начал налаживать положуху. Они там дорогу не гоняли. Дорога — это межкамерная связь. Из одного окна в другой веревку. Вот. Я там, короче, говорю, почему вы там связь не держите? Я знаю, что тут есть типа смотряга. Даже, представьте, за дуркой есть смотряга. Да, был там такой математик, по-моему, на тот момент. Вот. У нас связи не было, короче, ну, трубы не было в этой камере. Я говорю, надо отписать ему по вот этой, типа, дороге, чтобы он нам прислал трубу. Ну и все, короче, они говорят, да мы вот боимся, менты. Я говорю, да ладно, хорош, что бояться, мы уже и так в тюрьме. Вот, короче, словились, и знаете, как было? Телефон дошел до нас, но на нем не было, короче, вообще ни денег, и ни одной смс-ки, ну, которая может там, типа, пополни мой счет, или там перезвони мне, все, то есть, ну, и мы сидели и ждали, пока кто-то позвонит, но никто не звонил, представляете? Вот, ну после этого я поехал в зону, Псков, я рассказывал, как я там сидел. Вот, и второй раз я был, получается, в каком году? В 2014 году я там. То есть я попал в это отделение, опять там такая девушка красивая, заведующая. Вот, я говорю, вы здесь давно работаете? Она говорит, я тебя типа помню. Наталья, не помню, как ее. Я у нее все просил, чтобы она меня типа здесь оставила весь срок. Короче, там меня завели, меня завели, короче, к смотряге. Вот за этой, короче, за этим Кошкиным домом. Там был какой-то грузин, у него там вот полголовы вот так вот вмятин нет, не знаю, пластина, не пластина. Я зашел, сразу представился, они там типа, вот, а что ты там типа красным сидел, а почему типа к нам? Я говорю, а я откуда знаю? Вот посадили как бы и посадили, а что со мной как бы не так? Ну, короче, смотрящий вот этот за Кошкиным домом позвал мента и сказал, типа, пересадить его в другую камеру, хотя, по идее, так делать нельзя. Ну, то есть, по их законам, по их понятиям, он не имел права. Это считается, что он меня выкинул, выломил из хаты. То есть, ну, он должен был, знаете, как максимум сделать? Создать мне условия, максимум, напоминаю, это акцентирую, чтобы я сам оттуда как бы ушел, но я никогда ниоткуда не ломился, я бы, ну, не стал бы этого делать. Не знаю, видно это было по мне или нет, но я всем своим видом показал, что да, я вот такой, короче, но мне бояться нечего, и как бы придраться, по сути, как бы к тому, что вот я такой масти, да, к примеру, как бы, ну, нельзя и не получится. Он просто в наглую взял, говорит, типа, переведите его. Меня перевели, ой, там вообще хохма. Меня перевели, короче, в камеру, я захожу, там двое. И двое лежачие там полицейские, вот, они обдолбанные, короче, под этой фигней. Тоже их колят, то, конечно, не отошли. И там типа смотряга за хатой. Леон, Андрюха, прикольный такой чел. Подходит ко мне такой на полном серьезе. Сам первый раз сидит, я напоминаю третий. Вот. У него там что-то лет 7 ему потом дали за разбои какие-то. Короче, я не знаю, чем он занимался. Подходит ко мне такой, он говорит, типа, здорово. Я говорю, здорово. А он говорит, это, напоминаю, второй раз уже было. Вот. И после того, это вот я заехал туда, после того, как меня вот так вот вежливо, блядь, выкинули из хаты смотрящего. Вот. Соседнюю, прям за стенку. Короче, он говорит, меня, говорит, зовут Андрюха, Леон. Я, говорит, здесь главный. Я говорю, в смысле главный? Он говорит, ну, типа главный я здесь. Я говорю, а кто тебе так вообще, с чего ты это решил-то? Он говорит, мне дежурный здесь сказал. Вот по этажу. Я говорю, тебе дежурный по этажу сказал? Я говорю, ну главный-то главный, что? Он говорит, сигарет есть? Я говорю, есть. Он говорит, сколько? Я говорю, ну блока 2, говорю, кента. Он говорит, давай их сюда. Я говорю, зачем? Он говорит, я же сказал, что я здесь главный. Я здесь как бы забираю у всех продукты, сигареты и
я тебе дам, если тебе надо будет. Я говорю, слушай, давай я со своими сигаретами, с продуктами разберусь сам. Ты вот главный вот там, занимайся своими какими-то делами, а я вот здесь вот там прилягу, я что-то устал, у меня спина болит, я говорю, покурю свои сигареты, вот есть, говорю, баночка там, дай мне, я прилягу, покурю. Он такой смотрит, говорит, говорит, ты такой. Я говорю, в смысле такой? Он говорит, нет, я просто, говорит, а потом он мне объясняет, я думал, что ты как бы, придурок. Поэтому он как бы и так вот со мной разговаривал, объясняет. Я говорю, просто я, говорит, с ними вот так вот... Нет, он реально как бы ему, вот, типа, менты сказали, что он, типа, главный, но вот себя он ведет так, типа, вот продукт, там, еще что-то, потому что, как бы, он говорит, я вот разговариваю так и веду себя так, типа, доминирую там или как-то еще, потому что здесь, если этого не буду делать, здесь будет полный хаос. Если кому-то приходит передачка, я ее беру, разделяю по ячейкам, чтобы всем было поровну, короче, слежу, чтобы никто не сожрал. Потому что иначе здесь бывает по-другому. Мне зайдет передача, ее скрысят здесь, короче. Сожрут и ничего. Они, дураки. Сегодня один дурак, завтра другой, короче. Там вот такая фигня. Но он нормальный, мало в итоге оказался. Надеюсь, у него, короче, все хорошо. Когда это было? 14-й год, 7 лет. Наверное, уже, может, по УДО освободился. Все, там, короче, мы там с ним нормально общались, угорали. Там была и жесть, короче, я помню, когда одного чела посадили, он весь перерезанный, прям все горло, руки, он весь перемотанный, его наручниками, но он в сознании, его не закалывают, он такой полуовощем. Его наручниками пристегнули, так он, сволочь, научился их отстегивать и ходить по хате. А я же ему не могу сказать, типа, слышь, ложись или там пристегнуть его, я же там не мент, не санитар, вот. А получается, я спал, то есть кровать у меня рядом со столом. Я лежу, вот ночью смотрю телевизор, он встает, сядет сзади меня и курит. Блин, я вам хочу сказать, что это так себе удовольствие, знаете, вот когда за тобой такой человек сидит. Вот, когда он так, я с ним разговаривал, когда я у него спросил, зачем он это все сделал, он мне ответил то, что как бы вообще я не ожидал. Он говорит, я не выспался. То есть он перерезал себя всего из-за того, что он не выспался. Нет, я понимаю, конечно, у него была какая-то другая причина на это, но на тот момент он мне ответил так, я, конечно, уже удивился. Еще один момент был, знаете, какой? Тоже привезли одного типа, его кололи, он себя очень странно вел, там мы над ним ржали, угорали. И когда открыли вечером тормоза, чтобы нам дать таблетки, там каждый день давали таблетки, даже когда тебя перестают колоть, санитарша спрашивает такая, что вы ржете-то? Я говорю, да вон там этот, короче, исполняет, вы посмотрите на него, он вообще там, типа, не в менько. Она мне говорит, типа, а ты думаешь, ты другой, что ли? Я себя ловлю на мысли, что, как бы, я сижу в дурке. И я не знаю, на самом деле, какой я, нормальный я или нет. Как бы, меня кормят таблетками. Как я выгляжу со стороны, я без понятия же. В общем, вот такие дела. По итогу, как бы, мне там стало лучше, мне там стало легче. Я хотел бы там остаться и просидеть весь срок, даже несмотря на то, что там не было связи. Вообще не было связи, там можно было писать электронные письма. Вот. Если кого-то интересуют какие-то отличия, там более лояльно относится администрация, там лучше кормят, дают там по 1 литру молока в день, там какие-то каши там на молоке, там сахар, масло, еще что-то. В общем, кормят лучше. Лучше, в общем, следят за зэками более спокойно. Свиданки там нельзя, только короткие через стекло. И то там и очень редко. Вот. В остальном, в принципе, условия лучше, чем просто сидеть как бы в обычной хате в СИЗО. Вот как-то так. Как-то так, надеюсь, объяснил, рассказал вам. Вы поняли, что из себя представляет тот самый Кошкин дом. Все, ребят, на этом стоп. Как говорится, знаете, там пишется в этих... Есть такая штука, малява. Зэки, когда друг другу отправляют в другую камеру, там пишут, привет, братан, там туда-сюда, вот у меня все хорошо. И в конце пишут, на этом стоп, по жопе хлоп. Жму руку, как прокурору горлочку, что-то такое. Вот так вот. В общем, ладно, буду заканчивать. Ребят, если вам понравилось видео, все-таки напоминаю, что надо поставить палец вверх. Если нет, поставить палец вниз, но надо обосновать. Вот, ребят, огромное спасибо всем спонсорам канала, кто поддерживает меня. Ребят, вы прям мои хомис. Это меня очень продвигает по Ютубу, действительно. Это важна очень ваша поддержка. Пишите темы, какие вам хотелось бы услышать. Не забывайте забегать в соцсети, писать, общаться. А с вами был Миша Выплюшка. Увидимся.